В ночь на 30 сентября 1942 года на окраинах Сталинграда раздался звук одинокого выстрела. Неподалеку от линии фронта, в обломках разрушенного здания, скрывалась женщина, чье имя навсегда останется в тайне. Она была снайпером НКВД. Ее позывной «Черная вдова» стал символом страха для врагов Советского Союза. Женщина применила свои навыки, чтобы взять на прицел немецкого офицера, который давал указания своим солдатам. Выстрел прозвучал в тишине, и офицер, повергнутый на землю, уже не смог отдать ни одной команды. Это был первый из многих выстрелов, которые потрясут противника и изменят ход войны. Никто не знал, что за этим коварным убойным повтором стояла хрупкая девушка, всего 23 лет. Она родилась в московской семье, где традиции и патриотизм были впитаны с молоком матери. После начала войны она записалась в армию, где быстро освоила искусство стрельбы и скрытности. Каждый ее выстрел был не просто исполнением долга, а актом мести за погибших товарищей, за разрушенные дома, за страдающий народ. Когда «Черная вдова» действовала, она оставалась в тени. Ее глаза были насторожены, они изучали местность, каждый шорох, каждую тень. Неподалеку постоянно слышались звуки сражений, но она была сосредоточена только на своей цели. В ту ночь она не могла допустить, чтобы враг нанес еще один удар по ее родным. Каждый выстрел был не просто делом, а долгом перед теми, кто не смог защитить свою землю. С каждым днем напряжение на фронте росло. Немцы, накапливая силы, продвигались все ближе к центру города. Снайперы НКВД, как и «Черная вдова», стали единственным препятствием на пути врага. Они действовали в тандеме, поддерживая друг друга и создавая атмосферу страха среди противника. Каждый раз, когда один из них делал выстрел, враг терял уверенность и боевой дух. Пока «Черная вдова» выполняла свою миссию, о ее существовании даже не догадывались. Секретность НКВД оберегала ее личность, но сама она знала, что однажды ее имя станет известно. С каждой жертвой, с каждым выстрелом ее легенда росла, а враги начинали паниковать, осознавая, что их не только бомбят и обстреливают, но и выслеживают снайперы, которые могут поразить их в любой момент. В этом хаосе войны, среди обломков и страха, рождалась новая легенда. Легенда о «Черной вдове», женщине, которая бросила вызов самой смерти и стала символом сопротивления. Она была не просто снайпером, она была мстителем, защитником и тайным оружием НКВД, способным изменить ход истории. На следующий день после первого выстрела Сталинград погрузился в мрачное молчание. Улицы, которые еще накануне были полны жизни, теперь казались пустыми. Разрушенные здания стояли как памятники безмолвия. В воздухе витал страх, и каждый солдат на линии фронта чувствовал, что за ним следит невидимый враг. Группы немецких солдат обсуждали недавние потери. Они знали, что кто-то из них стал жертвой снайпера, но не могли понять, кто именно и откуда летят пули. Женщина-снайпер наблюдала за их тревожными движениями из своего укрытия. Она уловила каждое слово, каждая фраза подтверждала ее успех. Это был не просто бой, это была игра разума, в которой она была на шаг впереди. Среди ее запасов находились не только патроны, но и тщательно собранные сведения о передвижениях противника. Каждый день она записывала данные, что позволяло ей предугадывать, куда двигаться врагам. Ночью ее сослуживец по отряду капитан Алексей пришел к ней с тревожным выражением на лице. «Немцы начали подозревать, что у нас есть снайперы», — произнес он, его голос был тихим, как будто боялся, что кто-то услышит. «У них появились особые группы, которые ищут нас. Если они нас найдут, это может закончиться плохо». Он смотрел в ее глаза, надеясь, что она поймет всю серьезность ситуации. «Я должна продолжать», — ответила она. «Пока они не знают, кто я, у нас есть шанс. Я должна работать быстрее и точнее». В ее голосе слышалась твердость, она не собиралась отступать. Каждое ее слово было наполнено решимостью. Алексей кивнул, понимая, что ее устремленный взгляд уже сосредоточился на следующей цели. Ночь стала темной, и «Черная вдова» вновь взяла позицию. Она выбрала новую цель — командир вражеского подразделения, который отвечал за нападение на мирное население. У нее были конкретные данные о его перемещениях. Позади нее раздался звук прицеливания, но это был не ее выстрел. Это был очередной выстрел снайпера из другого отряда. Она знала, что им необходимо действовать слаженно, иначе все усилия могут быть сведены на нет. Спустя несколько часов, когда первый свет рассвета начал окрашивать небо, она оказалась на месте. Снайперы НКВД действовали как единое целое, следя за перемещениями противника. «Черная вдова» прижалась к холодной стене и жадно вдыхала воздух, прислушиваясь к звукам снаружи.
Вдруг раздался треск. Это звук выстрела. Она поспешила к своему месту, и ее сердце забилось быстрее. В следующую секунду она оказалась на месте, готовая к стрельбе, когда вражеский командир вышел на открытое пространство. Если вам понравилась история «Черной вдовы» и вы хотите услышать больше таких легенд, подписывайтесь на наш канал. А если хотите помочь нам в этом непростом деле, ссылка на донат в описании. Ваша поддержка как патрон для снайпера очень важна. Не дайте нашим историям стать вне прицела. Ее прицел был сосредоточен на его голове. Она сделала глубокий вдох и обдумала каждый шаг. Нервное сладкое ожидание наполнило ее, но это было чувство не страха, а уверенности. Она знала, что именно сейчас судьба города может зависеть от одного точного выстрела. Один выстрел, который мог изменить все. Она нажала на спусковой крючок, и звуки войны вновь слились в единое целое, а молчание было разорвано, как хрустальная ваза, упавшая на пол. В тот момент, когда черная вдова нажала на спусковой крючок, звук выстрела раздался оглушительно, и командир врага рухнул на землю, не успев понять, откуда пришел удар. Этот первый выстрел стал началом ее легенды, и он звучал как предвестие изменений на фронте. Немцы, которые находились рядом, в панике начали искать укрытие, осознавая, что их позиции не так безопасны. В воздухе витала не только вражеская тревога, но и осознание, что кто-то наблюдает за ними, ждет, чтобы нанести удар. Женщина быстро заняла новую позицию, меняя укрытие. Она знала, что теперь враги будут еще осторожнее, и ей нужно действовать быстро. Стоило ей показать себя еще раз, как они поймут, что их терзает снайпер НКВД. В голове у нее крутились мысли о том, что нужно использовать моменты слабости противника, пока они охвачены паникой после первого выстрела. Вскоре ее внимание привлекли движущиеся фигуры, они выглядели напряженными, как если бы перед ними стояла невидимая угроза. Внезапно к ней на связь вышел Алексей. «Мы наблюдаем за тем, как строятся новые укрепления. Им нужно время, чтобы организовать ответку. Это твой шанс», — произнес он, его голос был решительным. «У нас будет небольшое окно, чтобы нанести удар. Действуй быстро!» Она кивнула, хотя он не мог этого видеть. В этот момент у нее не было сомнений. Она знала, что должна использовать это время с максимальной эффективностью. Заслышав гул машин и шаги солдат, черная вдова прижалась к земле, ее сердце стучало в унисон с тишиной вокруг. Вскоре к ней на прицел попала группа врагов, которые обсуждали свои следующие действия. Они не подозревали, что стали мишенью. Она сделала глубокий вдох, сосредоточившись на дыхании, и отстранила от себя все лишние мысли. Учитывая ветер и расстояние, она вела прицел. В голове промелькнула мысль о том, что ее действия могут спасти множество жизней. Ее выстрел был не просто актом войны, это был способ защитить тех, кто не мог защищаться сам. Она знала, что ее стрелы не просто уничтожают врагов, но и поднимают дух ее боевых товарищей. Внезапно раздался еще один выстрел. Это был ответный огонь, но не в ее сторону. Она успела заметить, как один из солдат вместе со своим напарником пал на землю. «Это привлекло их внимание», — прошептала она, понимая, что время истекает. Она сделала последний выстрел в ту же группу врагов, и еще один солдат рухнул, как скошенное дерево. С каждой удачной попыткой ее уверенность росла. Но в то же время она чувствовала, что враг становится все более осторожным. Немцы начали организовывать патрули, которые тщательно обыскивали территорию в поисках снайпера. Черная вдова понимала, что это лишь вопрос времени, прежде чем они поймут ее тактику. Тем не менее, даже с новым уровнем угрозы ее решимость не угасала. Каждое новое задание становилось все более сложным, но она была готова. Она знала, что ее цель — не просто выстрел в разгар войны, а возможность изменить ход событий. И эта личная битва только начиналась. С каждым днем немецкое командование усиливало патрулирование и охрану своих позиций. Снайперы НКВД, включая черную вдову, понимали, что их действия становятся все более рискованными. Тем не менее, она не могла остановиться, ведь каждый выстрел приближал ее к цели — освобождению города и мести за тех, кто страдал от оккупации. На одном из утренних сборищ, находясь в укрытии, она узнала о планируемой операции противника. Немцы готовили крупное наступление, и с каждым днем их силы нарастали. «У них есть информация о нас», — произнесла она Алексею, когда тот пришел к ней для обсуждения. «Они понимают, что снайперы наносят значительный урон и хотят устранить эту угрозу». Алексей с тревогой в голосе спросил, как можно использовать эту ситуацию. «Мы должны заранее подготовить ответный удар, чтобы нанести им максимальный урон до того, как они начнут атаку», — предложила она. Операция «Черная вдова» была задумана как контрмеры против вражеской стратегии.
В следующие несколько дней «Черная вдова» начала собирать информацию о передвижениях врага. Она использовала местность, изучая поведение немецких солдат и замечая, как они реагируют на малейшие изменения. Она заметила, что некоторые командиры, потерявшие своих людей, начали проявлять слабость. Это предоставило ей возможность использовать их уязвимость в своих интересах. В один из вечеров, когда темнота окутала город, она решила действовать. Она проникла в тыл врага, используя звуки сражения как прикрытие. Она знала, что риск очень велик, но ее решительность перевешивала страх. Достигнув вражеских позиций, «Черная вдова» обнаружила, что немцы собираются к атаке. Командиры обсуждали план, как разбить защиту советских позиций. Снайперка быстро заняла позицию и нацелилась на одного из командиров, когда он начал указывать солдатам направление атаки. В этот момент она вспомнила о своих жертвах, о тех, кто страдал из-за этой войны. Нажав на спусковой крючок, она не только уничтожила командира, но и посеяла панику среди солдат, которые начали беспорядочно разбираться с происходящим. Это создало хаос и дало возможность другим снайперам НКВД действовать. Тем временем Алексею удалось организовать небольшую группу, чтобы поддержать атаку «Черной вдовы». Они начали обстреливать вражеские позиции, что привело к еще большему смятению среди немцев. Успех операции стал свидетельством мастерства и решимости снайперов. Но быстрое окончание этой удачной серии действий в какой-то момент показалось ей слишком легким. Однако противник, осознав, что кто-то систематически уничтожает их командиров, начал принимать более жесткие меры. Они организовали специальные отряды для поиска и устранения снайперов. Каждую ночь «Черная вдова» слышала, как неподалеку раздавались выстрелы, и ее товарищи падали один за другим. Страх и печаль охватывали ее, но она не могла сдаться. Внутри нее разгорался огонь, и она знала, что ее миссия должна продолжаться. С каждой новой жертвой врага она становилась все более решительной. В ответ на нарастающий страх, «Черная вдова» решила внедрить тактику дезинформации. Она оставила фальшивые следы и улики, чтобы направить внимание немцев в сторону, где ее не было. Это создало временный коридор безопасности, но в то же время сделало ее действия еще более рискованными. Она понимала, что время работает против нее, но должна была продолжать борьбу. Ради себя, ради товарищей, ради страны. Вскоре после успешной операции «Черная вдова» враг начал действовать более решительно. Немцы осознали, что их командиры становятся мишенями, что привело к охоте на снайперов. Группы вражеских солдат выстраивались в цепочки, тщательно осматривая местность в поисках угрозы. Патрули были усилены, а районы, где происходили нападения, охранялись с особой тщательностью. «Черная вдова» сразу заметила изменения в тактике противника. Она знала, что ее действия должны быть тщательно спланированы, чтобы избежать обнаружения. Вместо простых выстрелов из укрытия она решила использовать ловкость и смекалку. Каждый раз, когда она покидала свое убежище, оставляла за собой обманки, стреляла в одну сторону и быстро меняла позицию, чтобы враг не смог ее поймать. В один из вечеров, когда ночь окутала город, она заметила 2 вражеских патруля, движущихся по дороге. Это был отличный шанс. Заняв позицию на крыше разрушенного здания, «Черная вдова» стала ждать момента, когда солдаты будут максимально уязвимы. Ее терпение было вознаграждено, когда один из патрулей остановился, чтобы обсудить свои действия. Женщина целилась в одного из солдат, когда внезапно заметила, что противник начинает организовывать контратаку. Внезапно раздался гул, немецкий танк начал двигаться к ее позиции. Она поняла, что на ее след вышли не только солдаты, но и техника. Решив, что времени на раздумье больше нет, она произвела выстрел. Солдат, находившийся в центре группы, упал, остальные начали паниковать. «Черная вдова» быстро сменила позицию, спрыгнув с крыши и укрываясь в подвале здания. Теперь ее будут искать с особой настойчивостью. Алексей, который все это наблюдал с другой стороны, связывался с другими снайперами для подготовки контрмеры. Он понимал, что необходимо действовать быстро, чтобы помочь «Черной вдове». Вместе с несколькими бойцами он подошел к ее укрытию, чтобы оценить ситуацию и помочь выбраться из этого окружения. На улице началась паника. Немцы, осознавая, что их командир был убит, пытались связаться с командованием. Крики и команды смешивались со звуками выстрелов и гудением танков. «Черная вдова» чувствовала напряжение в воздухе, но не могла упустить шанс. Ее сердце колотилось, когда она поняла, что должна взять на себя ответственность за товарищей. Алексей и его группа значительно улучшили свои позиции, создавая отвлекающие маневры. Они начали стрелять по другим направлениям, отвлекая внимание врага.
Черная вдова воспользовалась этим моментом и, выскочив из укрытия, приступила к следующему этапу операции. Это был ее последний шанс. Столкновение с врагом стало неизбежным, и напряжение нарастало. Черная вдова знала, что жизнь ее друзей зависит от ее действий. Она сосредоточилась, готовясь встретиться лицом к лицу с врагом, который теперь был на ее следе и намеревался отомстить. Ситуация на улице становилась все более напряженной. Женщина-снайпер выбралась из укрытия, ее внимание было сосредоточено на врагах, которые отчаянно искали ее следы. Время работало против нее, и каждый миг был на счету. Приняв решение, она начала двигаться к вражескому командиру, который, согласно разведывательным данным, находился неподалеку. Скользя по теням, она пробиралась через разрушенные здания. Вдруг ее внимание привлек звук — гул моторов. Женщина залегла за обломками стены и увидела, как к месту стягиваются танки. Внезапно на ее позицию вышли два немецких солдата. Они обсуждали что-то шепотом, и она могла разобрать лишь отдельные слова: «снайпер», «поиск», «наказание». Стало ясно, что враг усилил поиски и готовился к мести. В это время из-за угла появился Алексей с группой бойцов, которых он собрал в спешке. «Мы должны выдвинуться сейчас, иначе будет слишком поздно», — произнес он, оглядывая улицу. Женщина кивнула, но внутри нее возникло чувство тревоги. Ей казалось, что враг готовит что-то неожиданное. Вдруг раздались выстрелы. Немцы, заметив бойцов, открыли огонь. Женщина мгновенно перенесла прицел в их сторону и выстрелила, попав в одного из солдат. Остальные начали паниковать, и в этот момент она заметила, как один из бойцов Алексея был ранен. Внутри нее нарастало беспокойство. Алексей, не теряя времени, начал организовывать контратаку. В это время с другой стороны улицы послышались новые звуки. Из-за поворота выехал вражеский бронетранспортер. Женщина поняла, что времени на размышления больше нет. Она быстро сменила позицию, но в это мгновение ее внимание привлек другой звук — свист пули, прошедшей очень близко. Враги начали действовать более агрессивно, осознав, что снайпер все еще в игре. Женщина заметила, как группа немцев организовывает засаду, используя укрытие для наблюдения. Она понимала, что ее действия могут привести к потерям среди товарищей. Алексей закричал: «Нам нужно перебраться на ту сторону улицы!» Они готовят ловушку, но было слишком поздно. Группу окружили немцы. Началась настоящая схватка. Женщина знала, что должна вмешаться, чтобы спасти своих. Она прицелилась в ближайшего врага и выстрелила, но в этот миг бронетранспортер открыл огонь, разрушая ее укрытие. Сквозь облака пыли она увидела, как Алексей борется с двумя солдатами, пытающимися взять его в плен. Внутри нее вспыхнула решимость. Она знала, что должна действовать, иначе потеряет всех товарищей. Взявшись за оружие, она прыгнула из-за укрытия и бросилась к ним, осыпая врагов огнем. Адреналин заполнил ее тело, и страх исчез. Ситуация выглядела критической, но она не собиралась сдаваться. Женщина знала, что именно сейчас ее действия определят судьбу всей группы. С сосредоточенным взглядом и четкими намерениями она шагнула навстречу врагам, готовясь к решающей борьбе. Схватка разгорелась с новой силой. Женщина-снайпер, проявляя неимоверную храбрость, продолжала осыпать врагов огнем, не давая им возможности организоваться. Каждый выстрел был точным, и с каждым падением очередного солдата уверенность в ее силах росла. В воздухе витали крики, гул выстрелов и треск металла. Она чувствовала, как на ее глазах формируется новая реальность, где ее действия становятся не просто частью войны, а основой для создания легенды. Внезапно один из немцев, укрывшись за бронетранспортером, начал стрелять в ответ. Пули пронзали воздух, и женщина мгновенно пригнулась, укрываясь за обломками. Она знала, что риск был велик, но она не могла отступить. Алексей, увидев ее уязвимость, крикнул: «Смена позиции! Иди к зданию слева!» В этот момент она быстро перебежала к соседнему зданию, где смогла укрыться. Здесь она увидела своих товарищей, которые также пытались найти укрытие от огня. Это придает ей сил, она знала, что не одна, и что у них есть шанс выжить. «Мы должны нанести удар в ответ», — произнесла она, собирая всех вокруг. «Если мы не действуем сейчас, они захватят нас». Они согласились с ее планом, и вместе они выдвинулись, чтобы занять новые позиции. Женщина распределила роли, и каждый из них, имея четкие инструкции, начал действовать. Она чувствовала, что именно сейчас они могут изменить ход сражения. Каждый шаг давал ей уверенность, что их действия станут частью истории, о которой будут говорить долгие годы. Пока они перемещались, женщина заметила, что на вражеской стороне происходит смятение. Немцы, осознав, что снайпер по-прежнему на свободе, теряли уверенность.
Страх начинал медленно насаждаться в их рядах. Командиры пытались организовать контратаку, но многие солдаты уже начали паниковать. «Снайпер! Снайпер!» — кричали они, и эта фраза стала для немцев символом ужаса. Внезапно один из бойцов Алексея, заметив, что к ним приближается группа врагов, закричал: «Приготовиться к встречному огню!» Женщина-снайпер заняла позицию и готовилась сделать выстрел. Ее сердце колотилось, и она чувствовала, что в этот момент судьба всей группы зависела от ее точности. Она прицелилась, сосредоточилась и в последний момент заметила, как один из командиров врага поднял руку для сигнала. Резкий щелчок спускового крючка, и пуля пронзила воздух, попав в цель. Командир упал, и это стало сигналом для ее товарищей. Увидев потерю руководителя, немцы начали сдаваться. Хаос царил среди врагов, и в этот момент все поняли, что снайпер, о котором они слышали, это не просто миф. Она стала реальностью, и ее имя, возможно, станет символом борьбы и мужества. С каждым выстрелом женщина осознавала, что ее действия меняют не только ход битвы, но и ее собственную судьбу. Она стала живой легендой, с которой враги считались. Понимая, что за ее спиной стоят товарищи, она вновь рванула в атаку. У ней была одна цель — победить, защитить своих и стать тем героем, о котором будут рассказывать в будущем. Война оставила свои шрамы, но черная вдова знала, что ее история только начинается. Ситуация на поле боя достигла критической точки. После того, как женщина-снайпер успешно поразила командующего, паника охватила ряды немцев. Вдруг к их позициям подкатил новый бронетранспортер, и из него выбежали несколько солдат, пытаясь восстановить порядок. Они начали стрелять, и в ответ на это бойцы Алексея открыли огонь. Сражение перешло в открытый конфликт, и каждый выстрел мог стать решающим. Женщина знала, что нужно действовать быстро. С ее стороны у нее было ощущение, что все их усилия могут быть напрасны, если они не добьются окончательной победы. Она прицелилась в ближайшую группу врагов, но в этот момент заметила, как один из солдат, тот, что всегда находился рядом с командиром, начал что-то обсуждать по рации. Он выглядел напряженным, явно передавая важные сведения. Внезапно ее охватило предчувствие. Этот солдат, возможно, знал о ее присутствии. От него зависела судьба всей операции. Она знала, что не может позволить ему уйти оттуда живым. Женщина сделала стратегический шаг, обойдя с фланга, и заняла новую позицию. У нее была только одна попытка. Она собрала все свои мысли, сосредоточилась и прицелилась. В ее голове промелькнула мысль о том, что с каждым выстрелом она сама формирует свою легенду. В тот момент, когда она нажала на спусковой крючок, время как будто замерло. Пуля срикошетила от стенки, но затем попала в цель. Солдат рухнул, не успев передать информацию. Вражеские ряды вновь охватил хаос, и на фоне звуков сражения нарастало ощущение, что они близки к победе. Но в этот момент раздался громкий треск. Женщина обернулась и увидела, как с другой стороны улицы поднимается облако пыли. Из-за угла выехал немецкий танк. Он направлялся прямо к ним. От этого звука ее сердце забилось быстрее. Весь адреналин, который она хотела сохранить для атаки, теперь превратился в панику. Танкист с прицельной оптикой направил свое орудие прямо в ее сторону. Алексей закричал: «Убирайтесь! Танки идут!» Но было слишком поздно. Бронетранспортер уже открыл огонь. Женщина смогла укрыться за стенами заброшенного здания, но ее товарищи оказались под обстрелом. Она понимала, что сейчас ее действия определят судьбу не только ее, но и всех ее друзей. Девушка, больше не желая оставаться в тени, выскочила из укрытия и рванула к ближайшему снайперскому позиционированию, располагаясь так, чтобы видеть и танк, и своих товарищей. Ее внимание привлекла группа солдат, которая пыталась организовать следующую атаку на ее группу. Она знала, что если сейчас не действовать, они потеряют шанс на победу. Сосредоточив все свои усилия, она прицелилась в водителя танка. Она понимала, что это рискованная операция, но взвешенная необходимость подсказывала, что сейчас последний момент, чтобы изменить ход сражения. Нажав на спусковой крючок, она почувствовала, как пуля разрывает воздух. Выстрел попал в цель, и танк занервничал. В этот момент женщина почувствовала, как все вокруг замерло. Бойцы, которые еще несколько мгновений назад были в панике, теперь увидели, что возможность победы стала реальной. В воздухе витала новая надежда, и женщина-снайпер поняла, что ее имя станет частью истории. Она стала не просто черной вдовой, а символом мужества, ставшей живой легендой, которая в критический момент встала на защиту своих товарищей и своей страны. Сейчас все вокруг напоминало хаотичное море звуков, гремели выстрелы, раздавались крики, и в воздухе витала пыль.
Женщина-снайпер, ощутив свирепый прилив адреналина, прижалась к стене, ожидая следующего момента. После ее точного выстрела танк начал медленно поворачивать, из его башни раздавались команды, но теперь они больше не могли действовать без страха. Вместо уверенности, которая ранее охватывала ряды врагов, воцарилось смятение. Она знала, что сейчас решающий момент сражения. Когда немцы начали организовывать ответный огонь, женщина-снайпер не теряла ни секунды. Она быстро переместилась к новому укрытию, при этом ее взгляд не упускал вражеские позиции. Внезапно ее внимание привлекла группа солдат, которые пытались восстановить порядок. Крики о помощи раздавались от раненых, и она поняла, что в этот момент может нанести еще один точный удар. Она вновь прицелилась, но только сейчас ее внимание привлек один солдат, который, в отличие от остальных, не выглядел растерянным. Он оставался спокойным и уверенным. Внезапно она вспомнила, что этот человек был одним из тех, кто выдавал приказы, когда ее товарищи падали один за другим. Этот момент стал для нее личным. Женщина знала, что теперь должна действовать. Она сделала глубокий вдох и, целясь в солдата, нажала на спусковой крючок. Пуля пронзила воздух, но в этот момент раздался взрыв. На позицию упала граната, и ее укрытие затряслось. Женщина потеряла равновесие и упала на землю. В этот миг ее взгляд остановился на солдате, который теперь уже не был в состоянии отдать приказ. Он упал на землю, и с ним рухнула вся структура вражеской команды. Смятение среди немцев достигло своего пика. Воспользовавшись замешательством противника, Алексей и другие бойцы начали контратаку. Они бросились вперед, осыпая врагов огнем. Женщина увидела, как ее товарищи проявляют невероятную смелость, и это придало ей сил. Но в этот момент для нее все изменилось. Раздался новый выстрел. Охота на снайперов привела к тому, что противник осознал, где находится женщина. Враг, который раньше не обращал на нее внимания, теперь начал стрелять в ее сторону. Пули свистели, и ей пришлось прятаться за остатками разрушенного здания. С каждым новым выстрелом снайпер чувствовала, как эхо войны проникает в ее душу. Образы друзей и погибших товарищей пронзали ее сознание. Она понимала, что каждое действие имеет свои последствия и что ее жизнь, как и жизнь других, висела на волоске. Внезапно раздался новый гул. Это был звук приближающегося подкрепления. На горизонте появились советские солдаты, их лица полны решимости. Женщина поняла, что их достаточно, чтобы переломить ход сражения. Она снова поднялась, прицелилась и сделала еще один выстрел, поразив ближайшего врага. Постепенно немцы начали отступать, осознавая, что их время истекает, но в ее сердце возникло чувство тревоги. Она знала, что в любую секунду все может измениться. Теперь, когда ее товарищи начинали продвигаться вперед, она почувствовала, что должна продолжать борьбу, чтобы не допустить, чтобы их жертвы оказались напрасными. С каждым новым шагом ее сила возрастала. Она понимала, что именно сейчас ее действия станут частью истории, и она станет не просто снайпером, но символом борьбы за свободу. Эхо войны продолжало звучать вокруг, и она знала, что она должна оставить след, который будет слышен в веках. Сражение продолжалось, но дух советских бойцов окреп. Немцы начали отступать, и с каждой секундой атмосфера менялась. Женщина-снайпер, удерживая позицию, наблюдала, как ее товарищи смело продвигаются вперед, захватывая вражеские позиции. Паника на лицах противника становилась все более заметной. Они знали, что их дни на этом участке фронта сочтены. Женщина понимала, что их действия имеют решающее значение. Они должны были остановить врага. Когда последний немец, оставшийся на поле боя, был повержен, в воздухе послышались крики радости. Алексей и другие бойцы обнялись, понимая, что пережили этот день. Женщина подошла к ним, и они тепло встретили ее, понимая, что именно ее действия стали решающим фактором успеха. В это время к ним подошел офицер НКВД. Он посмотрел на женщину с уважением. «Ваши действия изменили ход войны», — произнес он, делая записи в блокноте. «Мы знаем, что вы сделали для нашей страны. Это будет задокументировано в архивы, чтобы будущие поколения помнили о вашей храбрости». Женщина почувствовала гордость. Они не просто сражались за выживание, они стали частью истории. Она знала, что их подвиги теперь будут записаны в тайных архивах НКВД, а ее имя может стать символом надежды. Несмотря на победу, она осознала, что война оставила свои следы. Многие ее товарищи не вернутся домой, и память о них будет жить в ее сердце. Она взглянула на своих друзей, которые разделили с ней все трудности, и поняла, что каждый из них стал частью ее истории и пути к свободе. Со временем, когда война подходила к концу, имя «Черная вдова» стало известно далеко за пределами фронта.
Рассказ о ее подвигах и смелых действиях облетел страну. Если вам понравился наш рассказ о «Черной вдове» и вы хотите узнать больше о забытых героинях, то не стесняйтесь подписаться на канал, здесь всегда найдется место для нового эпоса. А если хотите поддержать наше творчество и сделать так, чтобы истории оживали еще ярче, просто загляните в описание или отсканируйте QR-код на экране. Вместе мы создаем историю. Она стала вдохновением для тех, кто продолжал борьбу, символом того, что даже в самые темные времена можно найти свет. Ее история передавалась из уст в уста, и каждая новая версия подчеркивала храбрость и решимость женщины, которая сражалась не только с врагом, но и со своими страхами. Тайные архивы НКВД, хранившие множество историй о героях, запечатлели ее подвиги, чтобы они никогда не были забыты. Прошло много лет, но память о той решающей битве и о черной вдове осталась в сердцах тех, кто знал о ее подвигах. Ее история стала не просто частью войны, а частью наследия, которое будет жить вечно. Время меняет все, но храбрость и жертвы, принесенные ради свободы, никогда не забываются. Она оставила свой след в истории, и этот след продолжал звучать в эхо войны, напоминая о том, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти мужество и надежду.